Николай Николаевич Вавилов. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Алексей. И поговорим мы сегодня, что удивительно, о Китае и о Тайване. Неожиданно. Николай Николаевич, вот последнее время чуть ли не из каждого утюга возникает проблема Тайваня. При этом ситуация такая, что большинству наших экспертов очевидно, что вот-вот мир где-то полыхнет, и в основном люди обсуждают, где полыхнет. Кто-то считает, что в Европе. Балканы традиционно. Косово тоже самое. Да. Кто-то считает, что на Закавказье, Южный Кавказ, Турция латами гремит, да, и так далее, и так далее. Да. А вот, например, в частности, тот же самый Дмитрий Геннадьевич считает, что это будет регион Юго-Восточной Азии. И многие считают, что именно триггером вот этого конфликта, который с Юго-Восточной Азией разрастется на весь мир, будет, ну, так скажем, операция по присоединению Тайваня. Скажите, пожалуйста, вообще это присоединение неизбежно? И то, что Россия уже отдельно пропедалировала тему, что рассматривают Тайвань не как гоминдановскую какую-то площадку, а как... Признает принцип одного Китая. Признает принцип одного Китая. Принцип одного Китая. Означает ли это, что вопрос уже решен во всем мире? И вообще Россия должна просто обозначить, чтобы нам было лучше в этом торге? Ну, Алексей, в вашем вопросе очень много уровней. Начнем, наверное, как любят ваши подписчики. Кстати, уважаемым подписчикам тоже нужно поздороваться. Как ваши подписчики любят, с глобального уровня. И надо вообще себе задать вопрос, что такое мировая война. И почему она до сих пор не случилась, хотя, вы знаете, расстояние между Первой мировой войной было очень небольшое. Да? А вот сейчас уже сколько, 70, почти 80 лет прошло, и до сих пор нет мировой войны. Потому что, по сути дела, с распадом СССР некому оспаривать мировое лидерство. То есть, сущностное основание для мировой войны, да, что, как вы называете, это полыхнуть. Извините, что я пошел в такую высокую сферу, но хочу поделиться этим. Сущностное основание для мировой войны – это появление второго гегемона и противоречия, которые невозможно решить мирным путем. Что это означает? Что с 1991 года, когда распался Советский Союз, безраздельно Вашингтон установил свой контроль над всем миром, в том числе и над Китайской Народной Республикой. У нас об этом не говорят, у нас это в самом Китае об этом не говорят, но последствия событий на Тяньаньмэнь оказались открытие окончательного китайского рынка и инкорпорация Китая в американскую капиталистическую систему. То есть с 1989-1991 года две крупнейшие страны бывшего советского блока вошли в мировую американскую глобальную систему. Никакого противостояния не было с Соединенными Штатами вплоть до 2012 года, пока Си Цзиньпин, выходец из Народно-освободительной армии Китая, человек, связанный вот в этой книге, новой книге китайской власти, об этом говорю, сталинской группой, непосредственно сталинская группа в руководстве Китайской Народной Республики, Мао Цзэдун не был в сталинской группе, он противостоял этой группе, он был связан с американскими генералами, об этом я тоже говорю очень много. Ну, кстати говоря, на моем YouTube-канале скоро появится новый ролик, как Мао Цзэдун общался с личным охранником и главой службы охраны Рузвельта, непосредственно который руководил там мероприятиями американцев на территории Китая. Так вот, с 1991 года США контролируют все, но с 2012 года Китай во главе с Си Цзиньпином выдвинул лозунг великого возрождения китайской нации. Фактически Китай и обозначил в 2013 году в Назарбаев университете в Казахстане один пояс, один путь. Что это такое? Это антиамериканская китайская глобальная система. Мы сейчас все понимаем, что один пояс, один путь – это не про евразийство, потому что он есть в Бразилии, он там уже где его только нет, и в Тринидад и Тобаго, там, да, Италия, там, условно. То есть это крупная еще и африканская структура. То есть основание для мировой войны – это два крупных минимум игрока. Их может быть больше, чем два. Так вот, у нас появились с 2012 года, и сейчас обозначить очень четко с тайваньской операцией, два потенциальных будущих, два гегемона. Уже не очевидна роль США. Возвращаясь теперь к тайваньскому вопросу. Где полыхнет? Давайте опять же уйдем от... Я почему говорю так о мировой войне?
Раньше разговоры о мировой войне это были досужие разговоры, которые не имели никакого отношения. Кто с кем воевать-то будет? Все войны происходили, это операция усмирения Соединенных Штатов, тех или иных, значит, нефтеносных благословенных арабских монархий, которые пытались восстать, и не только монархии, но и социалистических режимов, как, например, Саддама Хусейна, партия БАС, социалистическая, значит, пытались восстать против гегемонии доллара. Почему? Ливия пыталась перейти на евро, бомбежка. Ирак, бомбежка и так далее. Да? Сейчас то, что происходит, это реально уже подход к мировой войне. Но теперь выйдем на физический уровень мировой войны. Что такое мировая война, если практика Первой мировой войны, Второй мировой войны? Она никогда не возникает внезапно. Да? То есть это всегда множество локальных конфликтов, вот как вы сказали, Сережа, которые соединяются потом по цепи уже в единый какой-то неразрешимый конфликт. И параллельно с этим очень интересный финансовый показатель. Я знаю, что ваш канал смотрит люди, которые, соответственно, бизнесмены и так далее. Количество своповых соглашений перед Второй мировой войной растет по экспоненте. Да? То есть с 1939 по 1945 год что происходит? Разрушение единой финансовой системы. Переходит на на двухвалютные, соответственно, контракты максимально переходят. Это означает то, что происходит и сейчас. По экспоненте растут количество межвалютных отношений, пара юань-рубль, юань-евро, евро-рубль и так далее. То есть вот это и не только и рубль, там многие другие валюты, соответственно, да, происходят. Это сейчас происходит. То же самое это второе основание, то есть конфликты, которые, я извиняюсь, что я так долго веду к Тайваню, конфликты, которые возникают параллельно этому, происходит и Трамп этот термин ввел, декаплинг, это такой какой-то термин из брачных отношений. То есть была капл, была пара, и теперь пара США, они дружили при комсомольцах Узентау. Выходцы из комсомола, кто смотрит мои ролики, знает, что такое комсомольцы, лучшие друзья Демократической партии, именно Демократической партии США на территории Китая, которую устроили Тяньаньмэнь и так далее. То есть декаплинг, то есть была некая пара, капл, да, и капл, значит, США и Китай, они дружили на 600 миллиардов долларов. К примеру, это оборот России и Китая в лучшем, вот сейчас, в прошлом году, 110 миллиардов, в 6 раз больше. То есть это происходило сращение не только торговли, инвестиционное сращение. До того доходило, что в администрации Обамы было 2 министра китайца этнических. Правда, они были южные китайцы из Гуандуна, максимально удаленные от Пекина, соответственно. Да? То есть дошло до того, что уже это сращивание произошло. Сейчас происходит декаплинг, то есть разрыв отношений, размолвка, может быть, так правильно перевести. И размолвка, что это значит в экономическом плане? Страны не будут воевать до тех пор, пока у них есть объединяющая их экономическая база, да, торговля. То же самое. Почему сейчас растет китайско-российский товарооборот, и никогда война России с Китаем не будет, пока он растет? Потому что зачем разрывать тем, кто в холодный год для Пекина, холодная зима, а сила Сибири уже отапливает Пекин. Да? То есть никто не будет вот это вот разрывать, это на этот разрыв идти. И параллельно с массой локальных конфликтов, например, Абиссинская война, да, в Италии перед Второй мировой войной, аншлюз Австрии, масса всяких вещей происходило, все это сращивалось. Разумеется, в Маньчжурии японцы, да, появились и так далее. Параллельно с этим происходит декаплинг экономик всех между всеми, да, и образование определенных союзов. То есть мы реально вышли сейчас, как называют это военные аналитики, из периода мирного в период предвоенной формирования коалиции до 10-12 года. Теперь, внимание, ответ на ваш вопрос. Как говорят китайцы, начал с династии Тан отвечать. Да? Значит, ответ на ваш вопрос. Я считаю, что тонко там, где, соответственно, рвется там, где тонко. А события неконтролируемые происходят там, где их меньше всего ждут. Да? То есть мы, например, в 2020 году меньше всего ждали, все там разговаривали, все что угодно, любое событие, но не ковид, никто не ждал биологической вот такой вот атаки до глобального уровня. Но она произошла. То же самое. Теперь ждут все на Тайвань. Да? Значит, 1001 китайское предупреждение, что китайцы сейчас начнут бомбить Тайвань. Действительно, это очень важно подчеркнуть, что министр обороны Тайваня, его, правда, нельзя называть министром обороны, потому что мы не признаем Тайвань как государство. Он глава оборонного ведомства, как пишет информационное агентство Синьхуа. Он сказал, что максимальная активность китайской армии ВВС за последние 40 лет. И Китай, внимание, начнет военную операцию, может, к 2025 году. Такого раньше не было. То есть до этого были заявления, бывших командующих американских войск, что это будет к 2026 году. Там Столтенберг что-то высказал, что-то брякнул. Ник Картер, глава Генштаба Великобритании, в отставке после Афганистана, тоже в прошлом году сказал, что мы близки к мировой войне. Теперь тайваньцы сами говорят, вот они готовы наступать. Я на своем канале выложил ролик сегодня, да, что
военной операции, столкновения непосредственно тайваньцы, то есть китайской и американской армии не произойдет. И китайцы, то, что они сейчас делают, вы, наверное, слышали, что субмарина с чем-то столкнулась, американская, Южно-Китайское море, да, значит, говорят, это какая-то ловушка для крабов, ферма какая-то, у них там эхолот, что ли, отключился. Китайская ракета вокруг, значит, Земли вдруг гиперзвуковая, да, они говорят, что это космический корабль, это не ракета. Ну, кстати, мне очень нравится, вам нравится риторика китайцев? Мы за мирный космос, да, то есть это мы никому не грозим. И теперь советский атом за границей кроет матом. Да, но теперь... Наш мирный атом. А давайте рифмы ответим. А теперь китайский космос за границей смотрит косо. Ну, пускай так будет. Да, это экспром был. Значит, китайцы всеми способами показывают американцам, что регулярное вторжение американских войск на Тайвань не должно произойти. Как реально будет происходить тайваньская операция, если она будет происходить? И, внимание, сразу дисклеймер, сразу подытожу тезис. Никакой войны, Третьей мировой за Тайвань не произойдет. Это будет по крымскому сценарию. Что предполагает крымский сценарий? Будут задействованы нерегулярные гибридные силы, да, для того, чтобы, внимание, это двухчастная часть, первая часть, нерегулярные силы, синяя армия, этот термин я ввел, соответственно, об этом пишут японцы, корейцы, гонконгцы, тайваньцы, но только не наши русские, уважаемые эксперты, они об этом ничего не говорят. Синяя армия, которая находится под подчинением, соответственно, береговой охраны, которая, в свою очередь, входит в вооруженную народную полицию, китайскую гвардию, которую Си Цзиньпин своим указом с 1 января 2018 года подчинил себе. То есть, это и регулярные части. Кстати говоря, вашим зрителям будет очень интересно, что Китай является историческим лидером по проведению гибридных войн. Потому что Корейская война, в которой было задействовано одновременно до 1 миллиона китайских военнослужащих без знаков различий, она была проводилась именно Китаем. И именно китайцы под видом своих добровольцев фактически отстояли режим, поправьте меня, Ким Ир Сена. Ким Ир Сена, да. Ким Ир Сен, потом Ким Чен Ир, да, Ким Ир Сен. Майор советской армии. Да? Значит, 49-50 год. Да. Нет, 50-й, 50, кажется, 3-й. Но я не историк по образованию, я филолог от Маска. Значит, соответственно, гибридная армия и синих человечков. Что такое гибридная армия? Очень важный момент, я в своем ролике не сказал. Вот что такое китайские рыбаки гибридные, да? Как сказать, в эту ночь самураи перешли границу у реки, и китайские рыбаки перешли границу у реки, у пролива. Значит, что это такое? Что такое китайский флот? Сам по себе китайский флот, действительно, программа очень мощная. Именно при Си Цзиньпине вот все эти разговоры о китайской угрозе, что 3 уссурийские сосны нужны Китаю, это все... Ну, это реально проплаченная, вот уже сейчас я осознаю, что проплаченная пропаганда западных союзников. Китай при Си Цзиньпине сокращает сухопутную армию и наращивает военно-морские силы. 3 авианосца, 3-й сейчас на стапелях в Шанхае находится, в 2017 году вышел авианосец Ляонин, это бывший «Варяг», авианесущий крейсер. В 19 декабре авианосец Шаньдун, уже полностью китайский, значит, вышел. Но мы не должны на регулярные силы обращать внимание, они просто сковывают действия союзников США, Южная Корея, Япония и так далее. А нам нужно обратить внимание на обычный гражданский флот Китая. Внимание тем, кто не знает, что такое китайский гражданский флот. Китай же это самая большая экспортная держава, но у них самый большой гражданский флот. 50% производства всего тоннажа гражданских судов в мире приходится на Китай. 50% мирового производства судов. В Китае огромное количество рыболовецких шхун. Я думаю, что ЦРУ оценивает это в 300 тысяч. Китайцы говорят 171 тысяча шхун всего. Значит, из них 30% рыболовецкие. 100 тысяч рыболовецких шхун. Из них, я думаю, 30 тысяч вполне способны вместить. Теперь, внимание, подтверждение своим словам. Недавно китайцы провели испытание такой гибридной армии. Под Филиппинами стоял, соответственно, это, по-моему, Лусонский, не помню, как называется. По-моему, не буду врать, пролив как называется. Значит, может, потом вспомню. Значит, стоял под Филиппинами. Лусонский должен быть пролив? Нет, к северу, между Филиппинами и Тайванем. Потом вспомню вместе. Значит, стояла там гибридная армия рыбаков. Вот так вот. Значит, спаяны несколько судов. Огромные шхуны. Это не просто джонка. Это джонка размером, я не знаю, это корабль настоящий. Там может 50, 100 человек, 200 быть. Значит, они просто не давали филиппинскому флоту пройти. Участвовала в операции 250 всего лодок. И тогда Дутерте, президент Филиппин, сейчас уходит, вместо него боксер придет к власти, более антикитайский, опять американцы двигают Дутерте, как такого, мешкается, да. Значит, и он тогда, проявил свою опять благожелательную позицию к Китаю, послали туда истребители. А что может истребитель сделать против гражданского населения? Рыбак, а рыбак непростой.
Он может, если что, как донецкий шахтер, и танком управлять. И из Мирный советский трактор, помните? Мирный советский трактор, да. Абсолютно верно, да. Значит, он может и захватить, используя подручные соседние, сказать, корабли береговой охраны. Именно в связи с этим, что у Китая, я не знаю, это все должно оборонное ведомство заниматься, но точно 100 тысяч рыболовецких шхун, из которых есть энное количество шхун, я думаю, 10 тысяч, которые можно выделить. То есть, сколько, если каждую по 100 посадить, сколько это будет, да? 1 000 000 человек. Ну, это порядочное количество. Маленькими группами по 1 000 000 человек. Да, Помните, шутки шутками, но это испытание было проведено под Филиппинами. И его заметили вся Юго-Восточная Азия. Вьетнам сразу это очень насторожило. У Китая огромный такой флот. Значит, он создан, он натренирован сразу после прихода к власти Си Цзиньпина создаваться такой флот. Вместе с искусственными островами. Значит, и никто ничего не может сделать. В связи с этим, в подтверждении в дальнейших этих слов, я говорю, что именно в связи с этим японское законодательство было изменено и принят закон о том, что разрешающий применять огнестрельное оружие в береговой охране. И китайское законодательство одновременно с этим, кажется, это был апрель вот этого года, вот одновременно они как бы вот ноздря к ноздре изменения такие внесли. То есть война будет по одной фазе идти между якобы береговой охраной. Жертв мы не узнаем, сколько будет в этой борьбе. Почему? Вот, например, были столкновения, кстати, говорят, Китай никогда ни с кем не воюет. Ну, это вот неважно, да. Значит, с Индией был на границе столкновения, 100 человек погибли в рукопашном бою. Вот тут будет то же самое, просто об этом скажут через полгода. Вот они их тоже хоронили почетно через полгода. Это первая фаза. Теперь вторая фаза. То есть Тайвань окружает вот эта вот армия, она не дает американскому авианосному флоту. И Тайвань, кстати, он зависит от продовольствия ввозного, от воды там, и так далее. Много чего. Ну, остров есть остров. Остров есть остров, да. Она окружает. Теперь, внимание, второй момент по поводу гибридной войны. Мы знаем, что Тайвань – это на самом деле Израиль в Восточной Азии в рамках военной доктрины. То есть, это вот такая непобедимая крепость, которую создают американцы. Армия у них мощная. 200 тысяч регулярных войск и 2 миллиона призывников. При том, что население всего 23 миллиона. Похоже чем-то на Швейцарию. Да? Значит, тайваньская армия – это достаточно мощный флот, который готов очень сильно, значит, повредить китайцам. Но самое важное, мы забываем о, как бы сказали в советские времена, классовом составе тайваньской армии. Да? Что, а готовы ли тайваньские офицеры и генералы воевать? Так вот, офицеры и генералы тайваньской армии, правильно говорить, китайская армия Китайской Республики, да, это что правильно, официальное название Тайвань Китайской Республики, они в большей части состоят из элиты, которая переселилась с материка, это из нацпартии Гоминдан, у нас ругательным словом Гоминдан, да, то есть коммунистическая партия Китая, есть Гоминдан. Гоминдан – это нацпартия Китая. Чан Кайши. Чан Кайши, Дзян Дзяйши, как говорится, на северной манере, а по-джидзянски он Чан Кайши. Да, так же, как Сунь Яцен, это Сунь Исянь. Ну вот, значит, эта армия, ее генералы, ее руководство – оно состоит из сторонников интеграции с Китаем. То есть, в случае начала конфликта, вот не побоюсь этого слова, половина этой армии просто не выйдет из казарм. Вторая половина начнет думать, выходить или нет. Но что случится со второй половиной в случае операции? И мы сейчас подойдем, как она вообще это будет происходить, эта операция, будет ли это открытое столкновение. Да? Вторая половина, значит, истребителей, кораблей и так далее, это, кстати, очень похоже на Крымскую операцию, она, скорее всего, будет уничтожена с помощью электромагнитного оружия, центр которого находится в городе Сямэнь, напротив Тайваня. Значит, и мы знаем, что есть конкретные примеры, что в апреле этого года, перед визитом Си Цзиньпина в Сямэнь или во время этого визита, в море над Тайваньским проливом столкнулись из-за потери управления 2 истребителя тайваньской армии. Эти истребители будут падать как просто, не знаю, листья, осенние листья или там, чем сравнить. Поэтический сегодня разговор. Значит, и в этом отношении сколько процентов реально готовы сегодня поддержать демократическую прогрессивную партию Тайваня, которая находится у власти во главе с президенткой, не знаю, как правильно феминитив делать, Цай Инвэнь. Я думаю, что до 10%. И что же эти 10% в гордом китайском одиночестве? Китайцы – это люди, которые это не японцы, которых, как в «Хризантеме и Сакуре», да, в «Хризантема и меч», да, вот эта вот знаменитая книга, которая изучает менталитет японцев, почему они сдавались американским войскам, когда было соотношение даже 1 к 10. Тайваньцы – это не японцы. Они не пойдут на конфликт, если соотношение будет 1 к 10. Партизанщины не будет. Ну, она скорее будет, саботаж будет, да, гадить из-за угла, это святое. Причем они еще будут, огромная сеть тайваньских агентов будет это делать, что это реально, это меч Америки в Китае. Это армия тайваньских агентов, находящихся в КНР. Это реально их меч. Но я подвожу главные мысли.
То, что будет происходить, 10% они могут быть задействованы только в эвакуации тайваньского правительства для того, чтобы создать это правительство в изгнании. Где-то в Австралии, в США и так далее. То есть, появится альтернативное правительство, и в случае чего это будет козырь в большой игре Соединенных Штатов. Не зря в мае этого года близкий друг и человек, можно сказать, Байдена, один из там была компания сенаторов, прибыла на Тайвань и, соответственно, сказала, что один из них был Армитидж. Да? Армитидж – это человек, который руководил операцией эвакуации правительства Южного Вьетнама. Почему так будет? Значит, никакой операции, что Си Цзиньпин поднимает флаг, иду на вы, слово полку Игорь, ни по чему подобного не будет. Значит, никакого флага он не будет подниматься, никаких там, значит, спасения рядового Райана и близко не будет. Но, может, в отдельных моментах, где-то там, под каким-то там утесом, кто-то там, может быть, и погибнет. Но вот прям такого, что как нормандская операция, там, мясо, ничего подобного. То есть, тайваньское правительство может объявить о своем переименовании страны в Тайвань, Республику Тайвань, то есть получить место в ООН, и тогда уже нельзя будет атаковать. Ваш вопрос про один Китай. США тоже признает один Китай. Один Китай она признает. Никакого Тайваня не существует в мировой повестке. Сейчас усилия Евросоюза, Соединенных Штатов направлены на то, чтобы Тайвань сделать каким-то государством, там, транстихоокеанское партнерство и так далее. Так вот, в случае того, что Цай Инвэнь предпримет, а она шла, он сейчас второй срок, последний, она сейчас шла с этой именно идеей Тайваньской республики, одновременно с этим, как только предпарламентская группа собирает, она есть предпарламентская группа, уже ДПП, это вот, это друзья Демпартии США, они уже создали в китайском законодательный юань, так называется китайский тайваньский парламент, создали предзаконодательную группу, предпарламентскую по обсуждению этой идеи. Как только это будет подана идея в законодательный юань, сразу же регионалы и альтернативное правительство национальной партии говорит: ребята, вы нарушили Конституцию, вы действуете антиконституционно. Их поддерживает часть тайваньской армии. И вот тут появляется синяя армия, и вот тут появляется армия Китая, которая не дает законному, подчеркиваю, тайваньскому правительству пасть. Законному, а вовсе не незаконному и альтернативному. То есть, это даже хитрее, чем крымский сценарий. А теперь, внимание, вопрос. А готовы ли тайваньцы на сопротивление? Тайвань по уровню жизни, по уровню ВВП 22 место в мире. Италия 32. Никто не пойдет ложиться костьми из-за того, что новая администрация решила пойти на курс сближения с Китаем. Как будет выглядеть вы говорите, присоединение Тайваня? Неправильно. Давайте китайский термин введем. Воссоединение. Да, Сянган Хуйгуэй, то есть это будет Тайвань Хуйгуэй, это будет возвращение в родную, в родную гавань. Как и Крым вернулся, возвращение домой. Как называют, да, Китай, тут у нас освобождение, как у нас правильно называют? Тайвань, Крым, возвращение домой, крымская весна, значит, да. Теперь не голословно, а реальное утверждение. То же самое произошло с Гонконгом в 2020 году. Была введена 2 дивизии вооруженной полиции, опять же вооруженная полиция. Все, вопрос закрыт. Никаких демонстраций после этого не последовало. А Тайвань примерно плюс-минус Гонконг. Но это особый район сейчас, да, по-моему? Он был присоединен по консенсусу 1997 года. Дэн Сяопин еще вел переговоры с Елизаветой II. Да, значит, и по вот этому консенсусу между Великобританией и Китаем, хотя юридических прав у Китая не было на возвращение Гонконга, КНР – это не правопреемник цинской династии. Тем не менее, значит, тогда и Тайвань не... Хороший вопрос, мы сейчас его... Просто я договорю мысль про Гонконг. Да, Тайвань тоже все верно. Он не является де юре под суверенитетом Китая. Ни в каком Сан-Франциский договор надо поднять. Вы увидите, что КНР не является, нет суверенитета над Тайванем. По 1945 года между США и Японией. Значит, Гонконг ввели войска, посадили всех неугодных, сразу оппозиция рты позакрывала, дали им там по 2-3 года, по гонконгским меркам это страшно, но по нашим это так, нормально. Да, то есть, поменяли депутатов в парламенте, все было красиво, законодательно, и до сих пор в отношении Гонконга и Макао действует система Иголь-Анжи, это значит одна государство, 2 системы. Тайвань точно так же войдет в таком ключе. Да? То есть, просто Китай будет выступать за восстановление законной власти вовсе, а не вовсе за восстановление 34-й провинции и так далее. Все схвачено. И все будет на законодательном уровне. Вот так. Поэтому, завершая ответ на ваш вопрос, мировой ядерной войны из-за Тайваня не будет. А скорее всего она будет там, где меньше всего мы это ждем.
и меньше всего экономических интересов. На Тайване очень много у китайцев интересов экономических, микрочипы, промышленность, 94% всего мира, да, сосредоточено. Скорее всего, рванет где-то вот в районе Кашмира, потому что там мало чего есть, масса противоречий индийско-пакистанско-китайских. И не жалко. И не жалко, да, а Китаю тем более не жалко, а вот индусам очень плохо, потому что вот в чем специфика китайско-индийского конфликта? От границы Китая до Индии 1000 километров, от границы китайско-индийской до Дели, до столицы 1000 километров, а от Пекина 3000 километров. Конечно, Дели не хочет быть ядерным оружием уничтожена со стороны китайцев. Поэтому для них очень болезненно, как хотя бы какая-то инфраструктура, если появляется в районе Ладак. Мы говорим, Ладак, что это, где это? Так это 200 километров до Паншера, это до афганской границы, это один регион. И там никаких границ нету, и столбов тоже там не стоит. То есть вы считаете, что ничто не повредит, ничто не помешает возвращению Тайваня в родную гавань? Да, про тайваньцев говорят, что они Тхомбао – это единоутробные близнецы с китайцами. И очень интересный момент. Си Цзиньпин, когда пришел к власти, он какого-то ноября, 2 или 3 2012 года, то есть его только вот выбрали на съезде генсеком, что он сделал? Он пошел в Пекине в музей национального возрождения. И там он провозгласил свой девиз правления как император. Великое возрождение китайской нации. Да, Чунхуа Минзу Вэйта Фусин. Значит, что это значит? Почему китайской нации? Почему Make America Great Again? Похоже, да? Или там Обама книжку издал I Have a Dream, появилась Джунгл Мэн, китайская мечта. Любят копировать, честно скажу, китайцы. Это ж проще, это экономия энергии, как говорит профессор Савельев, да, для мозга. Значит, своровал, значит, молодец. Значит, но почему в этом термине фигурирует не слово «великое возрождение Китая», например, да, Джунго, или китайского народа, Джунго Рэнмин, да, а именно китайская нация. Что это такое? Этого не было в частотности политического лексикона. А китайская нация – это то слово, которое подходит и для материковых жителей, и для тайваньцев. Различия между ними очень большие, такие же, как между Россией, наверное, и Польшей. Вот такие по уровню, то есть, например, между, не знаю, там, Курской областью и там, Варшавой. Такие, там люди гораздо лучше живут. Вот. И для них был придуман термин, да, Чунхуа Минзу, вот эта китайская нация, которую раньше никто не использовал. То есть, сама идея прихода власти... славяне. По сути. Если наши деньги перевести, да здравствуй, великое возрождение русского мира. Вот так вот мы назовем, да, эту вот идею. Она стала главным политическим лозунгом. И у него очень много лозунгов, там, социализм, новую эпоху, с китайской спецификой и так далее. Но это коренной его лозунг. И в этом лозунге идея воссоединения с Тайванем. Теперь, внимание, политическое прошлое Си Цзиньпина. Значит, вот тот город Сямэнь, где находится и база китайского флота, и центр радиоэлектронной борьбы, электромагнитного оружия, это город, в котором Си Цзиньпин, по-моему, если не совру, лет 8 или 10 был первым секретарем горкома. И самой провинцию он руководил всего 17 лет, который является плацдармом для нанесения удара по Тайваню. И был военным руководителем, партийным руководителем военного района. То есть, это человек, который не просто выходец из структуры вооруженной Народно-освободительной армии Китая. Его первая работа была вообще в государственном аппарате. Это помощник секретарь министра обороны Ганбяо. То есть, это реально выходец из действующий военный. Мы должны всегда понимать, когда мы говорим о китайской политике, Мао Цзэдун, следующий там после него, значит, Хуа Гуфэн, там, значит, генеральный секретарь, Дэн Сяопин был генеральным секретарем, когда это была второстепенная должность, но он не был представителем ЦК. Значит, Хуа Гуфэн, потом Ху Яобан, значит, потом Джао Цзиян, потом, значит, Дзян Цзэминь, после Дзян Цзэминя Ху Цзиньтао. Они были, конечно, по своему статусу верховным главнокомандующим. Но ни один из них, в отличие от Си Цзиньпина, не был действующим, служащим военной службы. Имеет звание Си Цзиньпин. Никто об этом не говорит. Значит, это человек из военных структур, и военные, как говорят китайцы, они не боятся смерти. Значит, и в теме он еще. Что? Еще и в теме. Да, и в теме. И в теме именно присоединение Тайваня. Да. То есть, это его коренная мечта. Да, вот это все. Поэтому, когда говорят, что Си Цзиньпин пойдет мирным путем, да, это будет мирная поддержка мирных... Захват не военным способом. Да, при этом мэр столицы – это представитель партии нацпартии, то есть в Тайване. То есть, это все города, они под контролем. Тайвань – это то, что способно выстоять только при поддержке американцев. И поэтому американцы уже последним козырем пошли и сами про себя, Wall Street Journal, что удивительно, если мы не понимаем контекста, рассказала, что там порядка нескольких тысяч
военнослужащих США находится на Тайване, чтобы уже побоялись китайцы вторгаться. А они готовы к этому. Вопрос тогда. С политикой более-менее разобрались. Значит, Китай – всемирный центр микрочипов. Тайвань. Китай тоже. Это очень интересная тема. Я оговорился, да. Тайвань – всемирный центр. Значит, Китай тоже. Но вопрос в другом. Означает ли присоединение, воссоединение, вхождение, неважно как возвращение Тайваня в лоно Китая окончательную победу Китая в технологической войне? Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры. Хороший вопрос. А являются ли те микрочипы, которые производятся на Тайване, достижением гения тайваньского народа? Наверное, вы догадываетесь, что нет. И правильно догадываетесь. Техника оттуда из Нидерландов, а оптика там Карла Цейса. Значит, все, что там размещено, это является достижением гения европейско-американского, микроэлектроники. Сами тайваньцы это просто почему на Тайване-то микроэлектроника высина? Вы понимаете всю коварство англосаксонской системы, которая предполагала вхождение и переработку Китая в качестве своей части после ухода из Советского блока. Так называемая толлинговая торговля, сборочная, она в Китае очень много сборки. Руками сидят и собирают айфоны, прочее. Начинка делается на Тайване, не в Китае, чтобы не скопировали, не дай бог, да? Так была построена система. Сейчас китайцы оторвутся от Тайваня, соответственно, у них может все пойти очень крахом. Сейчас придем к вопросу, да? 94%, по мнению китайцев, не моя цифра, 94% всех цепочек производства микроэлектроники завязаны на Тайвань. Как только операция на Тайване стала реальностью, это, я думаю, начало 2021 года, прям уже было четко на уровне генеральных штабов, это была информация получена. Байден заявил, во-первых, о новой трансатлантической хартии, первая это была против Гитлера, с Борисом Джонсоном, он заявил. И одновременно с этим, как раз в это время, когда он встречался в Лондоне с Джонсоном и заявил эту хартию, борьба демократии против авторитаризма, то есть фактически объявил подготовку к Третьей мировой войне, одновременно с этим было заявлено о том, что будут создаваться свои собственные центры по производству микроэлектроники в США и в Европе. И одновременно с этим очень сильно упало, вдруг, откуда ни возьмись, производство микроэлектроники в Тайване, и количество микрочипов стало не хватать. Коронавирус. Да, это... понятно. Очевидно, что это коронавирус. Надеюсь, зрители оценили иронию. Производство микрочипов вообще никто не трогает никакие микрочипы руками. Это дистанционное абсолютно производство. 90% производства дистанционное. Заявили, что еще? Когда все начали резко искать, потому что цены-то поднялись, люди-то в отрасли понимают, компьютер дороже стал стоить. Планы производства машин во всем мире упали. General Motors, Subaru, все заявили. В Китае на 30% упало в мае, количество микрочипов в автопромышленности, и производство автомобилей тоже упало. Хорошо, засуха на Тайване. Засуха, не могли для микрочипов мировых завести, танкерами воду. Засуха, там где-то на 30% не объясняет ничего, нет ни одного разумного объяснения, которое, кроме единственного, что появилось такое формальное, номинальное объяснение только сейчас. Глава крупнейшей компании по производству чипов, ТСКМ, тайваньская, Semiconductor, производство, он объявил о том, что кто-то просто очень много закупил микрочипов одновременно. А потом мы поняли, что их не хватает. Кто это кто? И он, очень интересно, ирония тайваньцев, он говорит, мы проведем расследование и узнаем, кто же эти были закупщики. Наверное, не китайцы, судя по тому, что Тайвань – это колония Соединенных Штатов. То есть, скорее всего, Соединенные Штаты закупили определенный объем в рамках подготовки, как запасов, на стратегических. Скорее всего. То есть, это мы узнаем через 15 лет, что происходит. Если узнаем. Да, если узнаем, это тоже правильно. Резко не стало микрочипов. Просто в Китае паника, потому что поднялись цены на смартфоны, перестали производить автомобили. То есть везде, где. И Китай запустил свою уже программу по микрочипам. Кстати, до этого руководил министр по микрочипам, министр промышленности, информатизации Мяо Вэй, который еще Худзинтао поставил. Вот вам абсолютная власть Си Цзиньпина. Не мог министра промышленности сменить. 10 лет правил, 2020 года ждал, чтобы его сменить.
Значит, его сменили, пришел другой совершенно человек вместо Мяо Вэя, да, значит, который объявил о создании программы собственных микрочипов. Китайских микрочипов в этой книге это есть, собственно, всего порядка 2%, максимум 10%. Никто точно не знает. И в оборонной отрасли тоже. Китай за полгода нарастил на 50% производство не очень, ну, скажем так, современных микрочипов, которые ему позволяют закрыть потребности. В конце года он нарастит это до 100%. Да? Значит, ну, я вам почему такой развернутый ответ даю, чтобы зрители сами смогли сделать вывод, а я бы не подменял свое мнение о реальной ситуации. Да? Значит, какие-то микрочипы Китай восполнил в своей производственной цепочке. Произошла череда отставок. Крупнейшая китайская компания по СМИК, да, SMCI, значит, SMIC, да, значит, ее сотрясают постоянно скандалы в последний год. Ушел один, значит, главный инженер, не справляется. Ушел директор, значит, в Гонконг переехал. То есть, там еще и саботаж. То есть, люди не хотят... Промпартия тоже есть, как у нас. Конечно. То есть, реально стороны готовятся к автарке в производстве микрочипов. И теперь, внимание, вопрос. Ну, как Китай сам не вылезет? Ну, даже мы закупаем, на самом деле, на Китае свои микрочипы. Это надежда на Европу. То есть, ключевое плечо, кто подставит Китаю, мне кажется, что, скорее всего, это будут как раз те же немцы. Не случайно же Северный поток-2 запустили. Да, те же немцы, они помогут наладить. Немцы, израильтяне, да, немцы-израильтяне и так далее. Они в схватке Китая и Соединенных Штатов, и мне кажется, что подлые европейцы решили бросить своих хозяев за Америку. Они устали, что они не являются колонией Соединенных Штатов. И Китай им китайскими руками, и это позволит прийти снова к возвышению Европы и восстановлению ее суверенного статуса, что мы реально понимаем, что европейские политики почти все это, мягко говоря, исполнители воли Соединенных Штатов. В большинстве своем финансы, промышленность и так далее. Но Европа очень хочет быть независимой. Сама она не может с себя от оков НАТО избавиться. Ну вот, например, возвышение Китая и негласная поддержка Китая может позволить Европе получить равноценность с Соединенными Штатами статус. Мы рядом стоим с этими всеми процессами. Я думаю, что и будем рядом стоять. И, возможно, если позволит ситуация геополитическая. Вот, кстати говоря, Китай, вот он как смог подняться в 90-е годы, да, потому что западные страны были заняты разграблением, по большому счету, бывшего советского наследства. Это позволило Китаю вот в этот промежуток проскочить. Я думаю, что у нас сейчас складывается такая же ситуация в этом треугольнике. Я думаю, что, как говорится в Библии, блаженные кроткие сердцем, ибо они наследуют землю. То есть, вот если мы будем себя вести мудро и получать максимум информации объективной, а не от тех, кто там нам постфактум сообщает о том, что есть эксперты, которые всю жизнь говорили, что никакого военного соединения Тайваня не будет. Вот сейчас министр обороны Тайваня сказал, что будет военная операция, они сразу же начали говорить о том, что будет военное воссоединение. Вот таких экспертов, надеюсь, мы не будем слушать, а будем объективно смотреть. И поймем, что реально в этом ситуации между Европой и Китаем у нас очень хороший расклад. Конечно, лучше всего, конечно, у Казахстана, потому что они вообще находятся. Но и риски большие, попытки воздействия на нашу внутриполитическую ситуацию со стороны западных партнеров, прежде всего, конечно, американцев. Кстати, вопрос такой, что если мы становимся посредником между Германией, технологичной Германией и Китаем, то зачем в этом мире Польша? Хороший вопрос, да, через труп Красной Польши, Белой Польши, через труп Белой Польши к всемирному социализму, да. Польша, она нужна Соединенным Штатам, так же, как страны Прибалтики. Кстати, Литва каким-то чудесным образом, вот эта забытая Богом Литва, хорошая, кстати, страна, но забытая Богом... Жемайция, по сути. Да, хорошая, я ничего плохого против Литвы не имею, я там был несколько раз, мне очень нравится, но... В плане геополитики она была забытая Богом, и тут она вдруг начала признавать Тайвань и так далее. И, в общем, тут и Польша подключается. То есть, у США, конечно, ставка против Европы, все это понимают. Макрон и новый, может быть, глава Германии, пока еще непонятно, до Нового года, да, Олаф Шольц, они скорее за конструктивный диалог с Китаем, за создание европейской армии и за ухода из НАТО тотально. То есть, мы сейчас на глазах у нас происходит уход от американского мира, да, но это не значит, что будет приход китайского. Все-таки Китай не сможет без Евросоюза образовать какой-то значимой оси, которая будет править миром. Кстати, есть такой экономист, профессор Толкачев,
И он анализирует движение капитализма по типу Броделевского, да, то есть сначала движение мира экономики, как центр мира экономики. Вот, и он вполне говорит, что сценарий, тем не менее, который Амстердам, Лондон, Нью-Йорк в 20 веке, в принципе, он говорит, что некоторые данные показывают, что, в принципе, капитализм может удержаться, просто центр мира экономики переберется в Китай. Ну, вы мне задаете такой вопрос, прям как Карлу Марксу, да, как бы капитализм удержится. Я думаю, что мы здесь все рассуждаем, да, то есть надо как-то обтекаемо ответить на этот вопрос. Капитал, конечно, останется. То есть он есть капитал в каком широком смысле марксовском, он существует, как некая сущность, он и в социализме существует, но только он направлен на достижение блага всех трудящихся и на рост совокупных производительных сил всего населения, да, а не горстки там одуревших уже от, не знаю, откуда деньги девать, нескольких там Илонов Масков, которые вызывают у людей нормальных только недоумение, да, почему у них так много денег, они что, самые умные или там что. То есть, в принципе, структурно социализм от капитализма не сильно отличается. Там и там есть капитал, там и там есть производство, там и там есть, скажем так, один работает, другой условно распределяет, да, но в социализме распределение все-таки больше идет в плане трудящихся, да, и то, что происходит в Китае, вот мы очень много разговоров про китайский социализм, у меня там есть несколько роликов про это, четко обозначено в китайской конституции. Статья 10, если мне память не изменяет, Китай находится на первичной стадии создания социализма. Что это подразумевает? Многоукладное, то есть количество собственности, при этом там частная собственность, они это как огня боятся и избегают это слово. В самой конституции написано, что государство поощряет и разрешает все формы собственности, да? А китайские, лидеры, которые исповедуют правый уклон, которые за обогащайтесь и так далее, они используют не частная экономика, а народная экономика. Вот, это вот не государство. То есть у них вот этот вот термин фигурирует. Теперь, что касается Китая в плане мирового центра, капитализма или мирового экономического центра, обобщим этот вопрос. Китай, в принципе, готов к этому. У него созданы, соответственно, все биржи, которые могут получить, перетечь в их сторону, может произойти перетекание капитала, и они могут заменить альтернативу Нью-Йоркской фондовой бирже. Думаю, что, скорее всего, этот процесс угасания Америки приведет к появлению нескольких центров, а это будет Лондон, возможно, там Париж, Берлин, Пекин. То есть перераспределение вот этого фондового рынка произойдет. Готов ли Китай управлять миром? Да? Говорят, что у Японии тоже было такое в 70-м году, да, ситуация, когда все думают, что она завтра заменит Соединенные Штаты. Это как анекдот про бывшего лидера Татарстана Ментимира Шаймилова, который сказал, Россией сможете управлять? Смогу, а миром родственников не хватит. Так вот у Китая родственников хватит, потому что у Китая, в отличие от Японии, созданы по всему миру диаспоры. Они проживают по всему миру, а через диаспору может быть диалог со всем миром происходить. То есть, и в принципе у Китая он идет к этому, к созданию флота и армии, когда он может занять долю какую-то в мире. Но говорить о том, что Китай быстро, в один шаг, и китайцы сами так не думают, в один шаг не произойдет мировое лидерство. Но в несколько шагов, да, это может произойти, но это должно произойти, если Европа окончательно, скажем так, примет какое-то верховенство, доминирование Китая, что очень сложно. Такого в мире не было. В мире была другая ситуация. Одновременно Европа и Китай были центрами мира и делили этот мир, в принципе, между собой. Это было еще при династии Хань и, императоре Августе. Был товарооборот между Китаем и Римом. Делилось фактически наполовину. Династия Тан Каролинги, да, и, соответственно, там Европа и династия Цина, которая приходилась 30% мировой экономики. Я отдельно об этом говорю, как Китаю будет выглядеть мировое господство в Китае. В китайском, с точки зрения мирового господства, это когда вокруг Китая, соответственно, союзные ему или под протекторатом государства, они его, благоденствуют, в том числе вместе с ним ориентированы на китайскую экономику. Но структурно я не вижу препятствий для того, чтобы китайцы не могли бы заменить американцев. Тем более их миллиард, огромный рынок может быть потребительский. Сейчас он не работает, потому что рынок все-таки там, где печатают деньги. Потребляет там, где есть раздача, эмиссия. Чтобы Китаю перейти и стать действительно гегемоном мира,
ему нужно юанем заместить доллар. Сколько сейчас процентов на юань международных расчетов приходится? Ну, максимум 3, 3,5. Все остальное и торговля, то есть у нас два показателя, и торговля, и кредит мировой, это доллар в основном. Но Китай стремительно идет к тому, чтобы, и он, кстати говоря, стремительно и не зафиксирован. Мы сегодня прислали статью, есть такой think tank, который в Италии изучает Китай, в том числе называется Макиавелли think tank. Оказывается, до четверти всех СМИ в Италии куплены китайцами. Вот у нас, кстати, у нас говорят про китайскую угрозу. У нас какое СМИ куплено китайцами? «Комсомольская правда», Сунгоркин, там, который объявления про китайских мужчин печатал. Я думаю, что им и никто и не купит у нас этих СМИ, их не существует. А в Италии они покупают. Так вот, чтобы Китаю стать гегемоном, ему нужно, чтобы валютная система была китайская. Это невозможно при 3,6%. Это возможно, что если вдруг китайцы сосредоточат у себя хешрейт или производство биткоина, например, да, либо то, что мы не знаем что-то про Китай. Например, сейчас группа независимых исследователей из Соединенных Штатов опубликовала информацию, что Китай выдавал кредитов на 350 миллиардов долларов. Я думаю, это порядка триллиона. Никто об этом не знает, сколько он выдавал кредитов. И, может быть, реструктуризация будет в юанях. То есть, в принципе, мы должны говорить о том, что в случае резкого сокращения американского влияния и резкого одновременно стабильности, все-таки устойчивости Китая, это тоже отдельный большой вопрос, может быть, Китай станет центром валютных расчетов, как минимум для Восточной Азии. То есть, ему не надо много. Это первый шаг. Но это первый шаг глобального доминирования. И вначале это будет евро-юань, скорее всего, связка, что к чему все стремится. Между ними будет Россия. Кстати, мы сейчас переходим, у нас все же говорят, что мы с китайцами переходим на юань в торговле, от доллара отказываемся. Да, это коварный очень термин дедоларизация в нашей торговле. В нашей торговле дедоларизация привела к евроизации нашей торговли. То есть, большая часть расчетов между нами идет в евро, между российской и китайской торговлей. Так вот, приведу к знаменателю, к окончательному, то, что я говорю. Китай не может в один шаг сейчас заменить мировой финансовый рынок американский, в два шага с евро и швейцарским франком, и рублем, туманом, иранским. Но это может сделать. К 2050 году он будет очень близок к тому, чтобы совершить второй шаг, полностью юанизировать. Но я думаю, что так далеко не стоит заглядывать. Но, конечно, китайцы бы, я думаю, хотели, потому что это очень удобно печатать деньги, значит, выдавать всем в долг, а самим жить хорошо. И это уже было. Цинская династия, 1644-1611 год, на Китай приходилось 30% мирового ВВП. Этого достаточно, чтобы считать себя центром мира. У нас неправильный востоковедение европейский термин изоляция династии Цин. От кого изоляция? Это все равно, чтобы Северная Корея сказала, что вот США с нами не торгуют, они вошли в изоляцию. Наоборот. Весь остальной мир, он был сосредоточен вокруг Цинской династии. Все с ней торговали, огромный товарооборот, в том числе и в России был при Петре Первом огромный товарооборот и дальше. И только восхождение британской финансовой системы, которая вначале уничтожила Индию, а потом и финансовую систему Китая, позволила установить британскому фунту свою экономическую систему. Но до этого, важный момент, мы должны для наших зрителей подчеркнуть, в мире действовало две крупнейшие экономики, индийская 20% и китайская 30%. И тогда был как раз юаневый мир. Он уже был в середине 19 века. Нам об этом не говорят. Почему? Идеологически неправильно. Запад всегда правил миром. Ну, мы же тоже понимаем, что, кстати, ведь Кейнс, да, по-моему, на этой Бреттон-Вудской конференции предлагал модель вообще, чтобы клиринговая валюта была не одна. То есть, не доллар, не должна быть валюта какой-то страны. Вы лучше знаете, я честно говоря. Вот, то есть, тоже очень интересный момент. Что, может, такая схема будет тоже. Да, она была, конечно. Это нормальная система, когда много валют действует, между ними есть обменные пункты. И кросс-курс не завязан на доллар. Кросс-курс не завязан, и, как говорится, на обмене получаются определенные какие-то бенефиты. Ну, то есть, можно на обмене, можно на эмиссии зарабатывать. Старая тема, читатели и зрители Авроры знают. Так, ну и давайте напоследок. Да. Ось Вашингтон, Лондон, Канберра, которую многие считают чисто китайской. Ядерная тройка. Да, хотя вроде говорят, что она еще и очень сильно антифранцузская. Вот эта ось, туда прочат с некоторым люфтом Индию и Японию. Это один момент. И второй момент – это создание блока Москва-Тегеран. Да, Пекин. И, опять же, туда прочат еще некоторые эксперты Исламабад. Давайте посмотрим вероятность создания двух таких блоков противодействующих
и к чему это может привести, если вероятность высокая? Понял. Много очень внутри вопросов, под вопросов. Начнем с того, что опять мы все перевернем вверх ногами, точнее вернем к исходному. Почему возникла Австралия вообще вот в этой всей комбинации AUKUS, да? Почему там нет Канады, почему там нет Японии? Думаю, что все эти страны отказываются стать ядерной пустыней после ответного удара Китайской Народной Республики, да? Потому что AUKUS это реально ядерный союз, который предполагает передачу Австралии, создание на ее территории атомной промышленности и ядерного оружия, да, в перспективе 12-15 лет, то есть, собственно говоря, то, о чем я говорю про мировую войну. Самое главное здесь интересно Япония. Япония мыслилась американцами как главный сдерживающий элемент против Китая, но Синдзо Абе, такой премьер по японским меркам, это премьер долгожитель. Он сидел 8 лет, с 12 по 20 год. Заболел, не смог выполнять свои обязанности, ушел. Вместо себя оставил зиц-председателя, распорядителя Суга. Суга тоже провалил как будто бы Олимпиаду в Токио из-за ковида и тоже не просидел года, ушел. Сейчас пришел туда уроженец Хиросимы Фумио Кисида. Значит, и, судя по всему, Фумио Кисида не против из своей страны сделать, как сказать, вторую Хиросиму. Да? Если надо, повторим по-японски. Да? То есть США активно оказывает давление на внутреннюю политику Японии, чтобы Япония вошла вот в это ядерное противостояние, что именно японскими руками должна быть осуществлена операция на Тайване. Тайвань вообще был 50 лет под протекторатом фактически территории Японии по итогу, значит, Портсмутского договора, если мне память не изменяет, по итогу Японо-Китайской войны 1795 года. Китайской территории Тайвань не был, Китайской Народной Республики он не был, он был территорией династии Цин до 1895 года. Значит, Япония отказывается, появляется Австралия. Да? Австралия вот, это вообще не боец, далеко лететь ракетам из Австралии до Китая, но тем не менее на безрыбье и рыба. Да? То есть появляется Австралия. Канада тоже отказывается по определенным причинам, в своих роликах об этом говорю. Но по поводу Франции я с вами не соглашусь. Я думаю, что Франция видит, какой проблемы испытывает мощный англосаксонский мир. Франция – это основной конкурент англосаксонского мира, как бы там ни говорили. Ее и Гитлеру сдали, там и ее не хотят. Ну, то есть это масса проблем, еще с тех самых времен, с англо-французской столетней войны. Значит, проблем у них очень много между Англией и Францией. И мы должны трактовать события правильно. Это не Францию обидели, это Франция показывает, что она ищет повод для того, чтобы сформировать свою континентальную армию в Европе, войти в союз с Берлином и возглавить движение независимой Европы, суверенной от Соединенных Штатов и Великобритании. Вот тут нужно так трактовать, то есть весь западный мир уже пошел трещит по швам. Этот процесс очень долгий, не надо завтра ждать, что все они там, не знаю, их там арабы захватят, это будет процесс 5-15 лет, но это достаточно уже очевидный на глазах процесс. Что касается оси, значит, в эту ось, скорее всего, негласно и Берлин, и Париж войдут именно с Россией. То есть эта ось Пекин, Москва, Тегеран, она невозможна без Берлина. Конкретный пример. Китайский один пояс, один путь в Иране, все эти сделки огромные. И, например, тот же, мы с вами до встречи обговаривали Мешхед, культурную столицу Ирана, откуда родом Раиси. Ибрагим Раиси. Значит, трасса Мешхед-Тегеран, электризация, она была на китайские деньги, но подрядчиком был Siemens. То есть, кто самый главный получатель нефти был до эмбарго, до санкций и отключения свифта иранского реала. Тогда это реал валюта называлась, сейчас туман. Значит, это была Германия. Германия была основной, кому стало больно после закрытия Ирана. То есть США ведет свою игру против создания единой энергетической системы и Германии. И Германия очень сильно готова в этот союз войти, но она связана с союзниками, обязательствами различными. Да? И эта ось не состоится без поддержки Берлина. Мы все сейчас ждем, что большой друг России и Пекина. У меня есть отдельный ролик на канале про Олафа Шольца, бывший бургомистр Гамбурга, который во время визита премьер-министра Китая Ли Кэтяна в Гамбург сказал, что Гамбург – это китайская столица Европы. Мы все ждем, когда он придет к власти и начнет реализовывать эту идею. Да, но тихо, но без шума. То есть не так, как бы с заявлениями. Потому что, может быть, министр иностранных дел в Германии может быть как этот пресловутый Йошка Фишер из «Зеленых», который все время там бился за права там, и так далее. А министр обороны, например, наоборот, может быть из СДПГ, тот же Хайко Маас, который сейчас тоже говорит, что Китай это очень важно. Хайко Маас впервые из европейских политиков сказал, что Китай это тоже сверхдержава, ну это кроме США.
есть вот здесь Берлин, значит, ось Пекин, Москва, Тегеран не состоится без Берлина. Ну, уже дальше тут у вас даже специалисты по европейской политике отвечать. По поводу Пакистана. Масса разговоров некомпетентных людей. Пакистан – это такая территория между Индией и всем остальным, которая непонятно из кого состоит, честно говоря. Это какое-то лоскутное одеяло а-ля Афганистан. Да, там огромное количество пуштунов, но там есть еще белуджи, там есть масса всяких противоречий внутренних. И сейчас Пакистан, несмотря на то, что заявлен, что есть китайско-пакистанский договор, все сейчас уже записали Пакистан в союзники Китая, из 70 проектов реализован только 12. 2 месяца или 3 месяца назад чуть не убили в отеле китайского нового посла Нунджуна. Он решил активизировать строительство китайско-пакистанского коридора, и его чуть не убили. Может ли в союзнической территории произойти такой взрыв? Я думаю, что так же, как и талибы не до конца контролируют Афганистан, так же и, значит, пакистанская армия не до конца, в ней есть согласие, они до конца контролируют всю свою территорию. И это очень номинально, да, хотя там 200 миллионов человек, трудно помыслить, но это составная структура, которая разрывается между вот товарооборот Пакистана, 2 крупных игрока, это США и Китай. Китай делает все, чтобы привязать Пакистан, и его фактически там, его дипломатические представители взрывают. Не очевидно, что вообще ось Исламабад, ну, если американцы уйдут, конечно, китайцы помогут. Если будет ядерный конфликт с Индией, кстати, Индия – это основной кандидат на то, чтобы нанести по Пекину ядерный удар. А если будет такой конфликт, то Исламабад, конечно, ему помогут китайские специалисты нанести удар по Индии. То есть они друзья только против Индии. А всем остальном это неизвестно, кому, кто там друзья. Это не исламская страна, а Китай. Китай – это страна неверных. То есть в мусульманском мире очень специфичное отношение к Китаю. Китайцы, конечно, борются с этим как могут, но боюсь, что ислам не готов принять какое-то активное языческое правление над собой. Тут это дилемма для Китая. Ну, мы живем в интересное время, посмотрим. Да. Буквально одно предложение, односложное. Вы сказали, что книга, помогающая понять японцев, это... «Хризантема и меч». Фамилия автора из головы вылетела. Хорошая книга, но старая. Она там годов, по-моему, 50-х или 60-х. Она переиздавалась в России. Есть мнение, что книга, помогающая понять китайскую душу, это «Троецарствие». Говорят, чуть ли не любимый роман Мао Цзэдуна. Мао Цзэдуна «Сон в красном тереме». Там про бандитов рассказал. Он был такой большой главой, полевым командиром, сам Мао Цзэдун, главой бандформирования в Хунане. Даже состоял в этой армии милитаристов, так называемый Сян Джун. Да, просто скрывает это прошлое. Он всегда был коммунистом, мы это знаем. Да, таким еще другом советского народа. Какую книгу посоветовать почитать, чтобы понять китайскую душу? Вот у меня сложный вопрос, такой в тупик, как, знаете, чревоугоднику сказать, какое ваше любимое блюдо? Ну, несите все, я все съем, мне все нравится. Да? То есть, в данном случае очень сложно. Ну, «Троецарствие» – это роман, который говорит, действительно важный роман, который говорит о том, что Китай в любой момент может расколоться. Да, и там есть такая фраза, да, «Тянься ю та ши, фэн дю пи хэ, хэ дю пи фэн». Ну, то есть, Китай, который долго разделен. В Китае есть в мире, поднебесной, в мире, по всем обитаемом, есть мощная сила. Когда он разделен, есть сила, которая его объединяет. Потому что Китай долго разделен на маленькие государства, и когда он долго соединен, он разваливается. И вот это в Троецарстве, идея, все Троецарствие, борьба 3 крупных государств. Кстати, до сих пор вот эти вот группировки, которые в Троецарстве, они остались. Они остались, и они до сих пор действуют. Потому что сычуанская группа, царство Шу там, и так далее. То есть, это роман, помогающий понять, насколько китайцы разобщены внутри, и как они между собой борются. Там, соответственно, вот. Но таких романов достаточно много. Я думаю, что без подготовки, да, какой-то предварительной, и все их читать, «Сражающее царство», очень мало изученные в нашем Джанго Цхуа, да, значит, это такие хроники, записки телеграм-каналов тех времен, значит, 2000-летней давности, где один советник сказал другому, что они советовали государю. Там такой Низыгорь 2000 лет назад, да. Тоже надо почитать. Но, значит, когда вы что-то изучаете по Китаю, вам надо обязательно читать мнение экспертов, ну, на английском, на русском, ну, или можно японское, там, какие-нибудь издания на английском языке читать. Но обязательно надо смотреть, да, любую книгу, любую информацию, это в числителе надо иметь знаменатель, а кто об этом говорит. И если человек, который не прожил в Китае несколько лет,
который не знает китайского языка. Как правило, очень большая вероятность, что он что-то придумал. И это надо всегда иметь в голове. Вот я расскажу конкретный пример, как я всем всю жизнь рассказывал, как правильный востоковед. Все правильные востоковеды знают, что китайцы не любят четверку. Почему? Четверка – это по-китайски «с», и смерть по-китайски – это «с». Это, то есть, поэтому не любят. Похоже. Избегает во всех, а, наверное, любят восьмерку. Па – это что богатство, развиваться, да, или джиу – это долго, да, чтобы все было долго. И я-то всем рассказывал свою короткую жизнь, лет 20 всем, что китайцы не любят четверку. Значит, приезжаем в провинцию Сычуань, люксовые номера на 4 этаже, значит, все на 4 этаже, и я подумал, что такое? А они вот даже в Гуандуне, где-то поюжней, там третий этаж – это 3А. 14 этаж – это 13А. То есть они избегают этого страшно. Самые номера в телефон. Приходишь в этот местный МТС, там китайский. Нет, конечно, МТС, там China Mobile. Все номера разобраны, остались только с 5 четверками. То есть самые вот это вот не берут. А в Сычуане все лучшие номера на 4. А почему? А потому что сама провинция Сычуань – это 4 потока. Сычуань, там любят четверку. Еще есть одно исключение из этого правила. Четверку, как смерть, да, любят военные и силовики. У силовиков много четверок на номерах. И, внимание, Си Цзиньпин очень любит четверку. 4 модернизации. 4 модернизации – это другой силовик, Дэн Сяопин, который Тяньаньмэнь подавлял, да. А Си Цзиньпин, у него 4 всесторонних Сыга Чаме, да, то есть он тоже очень любит четверку. У него очень много 4 пункта. Это человек из армии, он подчеркивает, что у него четверка. То есть везде есть свои исключения. И надо всегда ориентироваться на тех людей, которые реально знают язык, долго жили и работали. Почему? Потому что в университетской среде вы можете очень китайцы-мастера показывать то, что вы должны увидеть. И не показывать то, что вы никогда не должны увидеть. Поэтому люди, которые сидели в кампусе университета, это в основном люди, которые общались в замкнутой среде вот этих, пускай интеллектуалов, но они знают какие-то тренды внутри, да, что происходит во дворце, но то, что реально люди как живут, они знают мало. Поэтому надо очень широкого специалиста. И никогда не опираться ни на одного специалиста, даже на меня. Да. Кстати, в России это тоже касается. Да. То есть очень много большую страну, думаю. Русских специалистов, которые, значит, слышал звон, не знаю, особенно сейчас, уважаемые читатели. Китайское время наступает время хайпа. Кто только сейчас не занимается Китаем. Монголисты, пушкинисты, арабисты. Пожалуйста, читайте и не ленитесь по Китаю, как говорится, как говорил пророк Мухаммед, за знанием не бойтесь ходить в Китай. Правда, это, скорее всего, была ругательная ирония, но в данном случае не ленитесь, почитайте какие-то книги, и не тех профессоров, которые там занимаются изящными боевыми искусствами, назовем так это, ушу, да, от которые вот реально жили, работали, но очень важный момент, очень важный по поводу экспертности. Кстати говоря, вот сейчас кризис девелоперского сектора, никто, кроме меня в России, сам себя не похвалишь, да. Боже, я тебя плеву. Да, я только один говорил про тайваньскую операцию все 2 года, про девелоперский сектор, в этой книге написано с 15 года, что самый проблемный сектор. Никто из востоковедов об этом не говорит. Но там есть заговор молчания определенный, боятся, что на 1 октября не позовут на прием в китайское посольство, и там бесплатный банкет пропустишь. Кто-то этого боится. Есть другой момент. Что такое изучение китайского языка? Вот есть одна крайность. Ничего не знаю, да, но, в общем, говорю все, что попало, и лишь бы, чтобы слушали, да. Это одна крайность. Другая крайность. Китайский язык очень сложный, у него очень масса именно на уровне мышления различий с русским языком. Не просто фонетических, не только тоны, не только другая лексика и так далее. И что такое интеллектуальная задача изучения китайского языка? Это, по сути дела, тяжелая атлетика интеллектуальная. То есть, это я не пытаюсь сейчас себя хвалить, мне китайский язык дался очень сложно, честно скажу, очень сложно. Я потом не захотел, как говорится, захотел продолжить, да, изучение, и мощное, очень интенсивное изучение помогло мне освоить тоны. Если вы не учите китайский с 4-5 лет, вам он просто так не заходит. Это касается любого взрослого человека, не только меня. Многие востоковеды изучают китайский. Кто-то говорит хорошо, не читает вообще. Вот ему показываешь, он не понимает без переводчика, что написано. Это бывает такое. Потому что у нас же многие думают, что раз говорит по-английски, то, наверное, и читает по-английски. Там по-другому же все устроено. Иероглифы надо учить. Устроено все так же, но это надо просто наизусть учить. Да? То есть их много. Их много, их очень много. И там еще сочетание слов. Значит, второй момент. Это большая нагрузка, тяжелая атлетика в интеллектуальной сфере. И когда человек подходит к этой штанге, а она воздушная, она невидимая, эта штанга, он не рассчитывает сил,
и он может надорваться. И он может скатиться вот только в изучении китайщины и говорить только то, что говорят китайцы, говорить китайскими терминами, а китайцы никогда не говорят о главном. О главном они говорят между собой, в семье. А то, что все, что касается даже другим китайцам, они не говорят особо, не искренность, это, конечно, не самая главная китайская добродетель, кстати говоря, по поводу отсутствия коронавируса в Китае. Да? Вот, многие востоковеды говорят, что да, так и есть, как говорят китайцы. Ну, с трудом верю, что там на 1,5 миллиарда один случай, да, заражения. Другая крайность от того, что пустозвонов в изучении китайского, это то, что люди надрывали свою психику китайским. И у них появился пекинский синдром, как стокгольмский. Они стали заложниками китайских посылов, идеологических в том числе. Это касается и Тайваня в том числе, и отношения Китая с Россией. Мы сможем состояться как суверенная страна, выдержать между Европой и Китаем, только если будем объективно смотреть на вещи. Ну, это вообще всего касается. Николай, спасибо, было Алексей. интересно. Да. Всего доброго, товарищи. До свидания. Будьте бдительны.